Привет всем! В сегодняшнем видео рассмотрим простые базовые физические настройки ткани. Создадим вот такую простую футболку. Если эта тема зайдет, то будем дальше развивать ее. И будут более детализированные, более подробные видео о создании каких-то моделей одежды. Вначале добавляем в нашу сцену plane, плоскость. Разворачиваем ее на 90 градусов. У меня это по оси Y. У вас не знаю, в зависимости от того, как вы поставите, как вам будет удобно. Я, например, поставил вот такую болванку, которую нашел на сайте BlendSwap. Такую модель. Для того, чтобы было легче ориентироваться. И давайте сейчас ее отмасштабируем. Немножко растянем. Так. Сделаем прозрачный. G. Примерно вот так, да, чтобы у нас хватило на рукава. И вниз ее опустим. Вот так вот, на уровне горловины, чтобы было. И мне кажется, еще правее, да, надо немножко. Теперь переходим в режим редактирования, Edit Mode, и правой клавишей мышки подразделяем многократно наш Mesh. А если все-таки он в конце концов окажется угловатым, всегда можно добавить Shade Smooth. Теперь удаляем лишние грани. Delete Faces. И здесь также Delete Faces. Можно выделить вот эти вершины и немножко их сдвинуть, да, чтобы потом у нас не просвечивали, не вылазили подмышки. G. Двигаем сюда. Так. И точно так же с горловиной. Так, и опять же выделяем вершины. И можем их немножко приспустить вот сюда. Закругляем. И здесь также. Теперь выделяем все это добро, разворачиваем, вытаскиваем из пуза нашей модели, чтобы пузо не просвечивало, не вылазило из футболки. G, немножко в сторонку от пуза. И экструдируем за спину все это добро. Теперь переходим в режим выделения граней. И нам нужно удалить все грани, из которых выходят какие-либо конечности или части тела нашего человека. Delete Faces. Здесь тоже горловину почищаем. Delete Faces. Delete Faces. И здесь Delete Faces. Теперь что-то похожее нам нужно сделать с остальными боковыми гранями, но нам нужно удалить только
сами плоскости, при этом ребра оставить. Выделяем все боковые грани через клавишу Shift. Проверяем, не выделили мы, не зацепили ли мы чего-нибудь лишнего. И опять же Delete или X. И в этот раз выбираем Only Faces. И мы видим, да, что у нас остались ребра, а грани при этом удалились. То есть такая связка между двумя нашими плоскостями. И теперь нам нужно пересчитать нормали. Для этого зажимаем вместе Shift-N и видим, что здесь у нас вот идет пересчет нормалей. Теперь переходим в настройки физики. Здесь видим, что у нас можем в принципе перейти в объектный режим. Здесь у нас включаем функцию столкновений, но здесь мы ничего не трогаем, просто оставляем как есть. И настраивать мы будем в разделе ткани. Quality Steps. Делаем 10. В разделе Shape ставим галочки Sewing. В разделе Collisions, Self Collisions, Quality делаем 15. Здесь Distance. Ну, в принципе, оставить можно здесь 0.15 и здесь 0.15. В принципе, можно так и оставить. И последнее, что нам нужно, это вот здесь вот поставим значение минус 0.2. Enter. На этом, пожалуй, все. Переходим в раздел Bake. И я бы здесь вот, видите, я здесь 50 кадров сделал, потому что нам не нужно для этой анимации 250 кадров. Анимация произойдет в первый же момент, первые там несколько кадров, да. Вот. И мы просто будем ждать всю вот эту длину 250 кадров, пока она закончится. И долго ждать запекания 250 кадров. Поэтому мы тоже здесь делаем просто 50. Bake. Запекание. Проверяем. Нажимаем проигрывать нашу анимацию. Вот готовая наша футболка. В принципе, можно поставить на паузу и разглядеть ее со всех сторон. Ну, сзади у нас получилось, конечно, скомкано, потому что мы сделали абсолютно одинаково спереди и сзади, но мы видим, что силуэт у нас спереди и сзади идет разными линиями. И здесь уже нужна, конечно, доработка, но это, как говорится, уже детали. В этом видео мы рассмотрели базовые значения. И если это будет интересно, эта тема, то будем ее развивать и уже в дальнейшем детализировать.